То есть ты приехала в Монпелье когда? 12 лет назад. Подожди, я поняла, почему теперь Кэрри по Нью-Йорку ходила в шубе, в платьях и в туфлях на каблуках. Вот. Это город, который принимает разницу людей в доходе, в благосостоянии, И не обращать внимания на статус. разницу в сексуальной ориентации. Такая вот романтическая скульптура с единорогами. Кстати, да, это единорог. Это особенно важно для иммигрантов, которые уезжают из своего родного места, своего города и хотят найти какое-то общение. И вот мой бойфренд оставил, чтобы я говорила мерси именно 3 раза, потому что он говорит, Дана, иначе это грубо. Меня знают в этих булочных. Мне хотелось бы поддерживать свою репутацию в этих булочных и дальше. Мне вот наоборот кажется, что по всей Франции цены примерно одинаковые, вот если честно. Получили разрешение снимать в достаточно уникальном месте, которым другим людям не разрешают снимать. Нам повезло, да. Спасибо тебе, замечательную беседу, она получилась. Такое, мне кажется, легкое, весеннее, летнее. Мы поболтали обо всем, о Франции, о каких-то милых моментах, о моем первом опыте соприкосновения этой страной. Когда они с мужем вышли из парижского скоростного и затем из небольшого здания вокзала, их ноздри втянули в себя местный воздух. И Элене вдруг показалось, что она в другой стране. Или, может быть, даже на другой планете. Воздух был очень теплым и очень влажным. Он не только наполнял легкие мягкой, успокаивающей волной, но и обволакивал все тело, как в хамаме. Перед ними уходила вверх широкая улица, ведущая, как выяснилось, к главной площади города. По обе стороны улицы росли пальмы. Пальмы! Всего лишь в 3,5 часах езды от Парижа. Они пошли по улице, толкая за собой маленькие чемоданчики. И сразу же влились в поток разномастной толпы. Людей всех цветов кожи, обладателей волос, окрашенных в разные цвета радуги, одетых ярко и совсем по-летнему. Про некоторых можно сказать, что они скорее раздеты, чем одеты, подумала Элена. Загар, огромные позолоченные креольские серьги, дреды, татуировки, ультракороткие шортики с дырками и неровной бахромой, пляжные сланцы. После Парижа Элене казалось, что она попала из оперного театра со строго одетой публикой прямо в цирк. И как она узнала впоследствии, местный оперный театр даже назывался соответствующим образом – комедий, театр комедии. Ну вот и я приехала в Монпелье и поселилась на площади Комедии. Да, это очень самое центральное место. Самое центральное место. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Оля. Оля живет в Монпелье уже, наверное, 12 лет. И мы с ней встретились, чтобы поговорить еще побольше про юг Франции, про Олину жизнь во Франции, потому что если у меня это всего лишь год, даже не полный год, 9 месяцев, то Оля уже долгожил. Да. Она живет тут очень долго, она переехала из Парижа в Монпелье и написала книгу «Омаж этому городу». Я читала книгу, она еще не издана, и вот сейчас как раз цитату из нее Оля зачитала. И знаете, это вот про любовь к городу, когда ты не просто житель, когда ты городу, в котором ты живешь, посвящаешь книгу, ну или, по крайней мере, на фоне этого города разворачиваются события. Книга художественная. В общем, сегодня про юг Франции, про Монпелье, про литературу. Будем рассказывать, болтать. Такое девчачье утро за завтраком. За кофе. За кофе. Ты мне зачитала эту цитату, то есть ты приехала в Монпелье когда? 12 лет назад. Подожди, всего во Франции? Я думала, ты уже и в Париже была все это время. Да, всего во Франции, в Европе, наверное, лет 15. Ага. Будет. То есть 3 года в Париже? Примерно так, да. Я познакомилась со своим будущим мужем в Париже. И мы жили еще немного в Англии. И через некоторое время он получил предложение работать в Монпелье. Поэтому мы сюда переехали и, как выяснилось, не ошиблись. Мне очень нравится этот город. И в чем-то он мне даже напоминает, как ни странно, мой родной город, сибирский,
город Улан-Удэ в Бурятии. Все удивляются, когда я так говорю, но Ну, пальмы, да, у вас, действительно, я знаю, что в Улан-Удэ пальм нету. действительно, пальм нету, И есть совсем кедры. по-летнему одеты Да, люди, но как ни крымские странно, серьги у нас тоже много солнца. в Улан-Удэ, Да, очень много солнца. И тоже говорят, что там 360 дней в году солнца. Такое же выражение, Правда? какое здесь используют. Да, даже зимой, когда у нас минус 30, у нас светит солнце. Но, конечно, температуры совершенно разные. Да. Слушай, вот мне интересно то, что ты зачитал первые впечатления сразу про загар, серьги, дреды, татуировки. Вот я такого не заметила, наверное, потому что я переезжала в каком-то другом месяце в октябре, а ты вот сразу, по сравнению особенно на контрасте с Парижем, это отметила. Да, мне показалось, что город очень такой расслабленный. Здесь такая расслабленная атмосфера, Он таким и является. легкая. Мгм. И действительно воздух другой, южный сразу. Южный, да? И в то же время показалось, что, как я дальше пишу про приключения своей героини, показалось, что достаточно как-то, может быть, грязновато, беспорядочно. Но как дальше следует из этого отрывка, героиня влюбляется в этот город, потому что он очень контактный. Здесь легко познакомиться с людьми, Мгм. легко завязать знакомство и просто заговорить с первым встречным. Мгм. Судя по карте, город М находится совсем рядом с морем. Но теперь Елена узнала, что это совсем рядом означало 10 километров. Она решила сосредоточиться на разведке по центру города. Моря в центре, увы, не было, но зато было солнце. Сейчас начало сентября, мы сидим на одной из самых солнечных площадей, ну, вернее, на одной из площадей Монпелье. Действительно, здесь очень много солнца. И ты это тоже сразу отмечаешь. Солнце было вездесущим и каким-то bienveillant. Bienveillant, да, Bienveillant. доброжелательным. Именно. Оно желало Елене блага, добра, оно говорило «расслабься, наконец». Здесь, в этом городе, нет каких-то особых кодов внешности или поведения, ты можешь просто быть самой собой. И Елена расслаблялась, сидя в шезлонге под пальмами с чашкой кофе и бесплатным стаканом воды из-под крана. Первые эмоции, да? 12 лет назад. Да, такие были впечатления. Но особенно после Англии. После Англии. Да, в Англии мы, может быть, не очень удачно выбрали город из-за моей работы. Это был такой Ты преподавала. постиндустриальный, да, я преподавала и занималась исследованием по проекту. Проект был очень интересный, классный, но городок, где находился мой университет, был постиндустриальным, провинциальным, очень закрытым. Мне показалось, что там как раз было очень сложно познакомиться с людьми своего круга. Опять же, после Оксфорда, где был очень интернациональный состав. Ты преподавала в Оксфорде или училась? Нет, к сожалению, нет. В Оксфорде был контракт на работу у моего мужа в университете, но этот контракт закончился, и вот тогда мы вернулись во Францию, так сказать, вернулись, хотя мы не жили, но мы там познакомились в Париже. И вот после 12 лет все такие же чувства, ощущение, что это юг по сравнению с северным Парижем, где люди затянуты в галстуки, в костюмы, а тут сланцы, пальмы, море. Потому что у меня такого впечатления не сложилось. Потому что я сравню с еще более южными городами, как Барселона, как Малага. Да, есть, наверное, для Франции это да, южный город. Да, наверное, все существует на таком континууме север-юг, можно так рассматривать. Но я Париж тоже очень люблю, и я не хотела бы, может быть, так резко противопоставлять эти города, но... Да, не будем делать, как сами французы, которые именно так и делают, резко противопоставляют эти но города. хотя действительно многие парижане приезжают сюда, в Монпелье, из-за солнца. Они так и говорят, из-за солнца мы вот решили здесь жить. Надо сказать, что после 12 лет где-то солнце и жара особенно надоедают. И в то же время все-таки я уже не могу себя представить
наверное, действительно без солнца, потому что как-то вот влияет это на настроение, на более ровное, позитивное состояние, которое у меня чаще, чем в других местах, действительно, которые более которые севернее находятся. Ну, слушай, для меня вещь, которую я отметила изначально, когда переехала, мы переехали в октябре, и, соответственно, стали же сразу с друзьями выходить тусоваться. И многие нас приглашали на день рождения в ноябре, в декабре, январе, зима, да, и как я по привычке всегда хорошо, красиво одеваюсь в красивое платье и сверху накидываю что-то легкое, потому что я знаю, что меня пригласили на день рождения, значит, мы пойдем в какой-то ресторан, мы пойдем в какой-то клуб. Каково же было мое изумление, когда мне ни разу не понадобилось снять свою шубу, свою легкую куртку, потому что все дни рождения тут проводятся даже зимой на улице. И просто, знаете, в декабре я сидела в своих красивых платьях, ни разу не пришлось их показать, потому что также сидела в этой же шубе, в которой я вышла из дома, какая-то замотанная в платки, какая-то одета в шапку, потому что, ну, вообще зимой тут прохладно, ну, градусов, наверное, 10-15 по вечерам, может быть, ну, 10-9 градусов, может быть, вечером. Так что да, меня поразило, что здесь люди так привыкли находиться на свежем воздухе, что даже зимой они стараются не заходить внутрь ресторанов. Ну, или, может, у меня специфическая компания. Но я заметила, что здесь продолжаю сидеть, что летом, что зимой на улицах, в уличных кафе. Ну, ты Для права, меня это южный город. Действительно, люди любят свежий воздух здесь. И, в общем-то, приезжают тоже в относительно небольшой город за этим, ради того, что природа здесь близко. И действительно можно круглый год делать пикники на свежем воздухе, барбекю. Это все здесь очень популярно. Я тебя понимаю. Тем, кто хочет хорошо одеться и выйти в свет, здесь приходится приспосабливаться. Здесь где-то, да, более естественный такой образ жизни. Вот. И приходится выбирать, куда же надеть лучшие предметы своего гардероба. Кстати, обратила внимание на эту любовь французам к верхней одежде, потому что, знаешь, я обратила внимание, что даже в Париже, в хорошем театре, в опере Гарнье или вот ну, на каких-то любых постановках, в любом случае в хорошем театре, на балете, они придут со своей шубой, они будут внутри в театре сидеть в шубе, они аккуратно положат рядом с собой гардероб, и почему-то не популярны. Вот нет желания даже, ну, казалось бы, в Париже, где холодно все-таки зимой, сдать курточку в гардероб или шубку, чтобы поблистать в платье, Да, ну или просто такое. в хорошем костюме. Действительно, я тоже это заметила, да. Почему-то нужно обязательно шубу держать здесь, а шампанское здесь. Я не знаю, это же вроде не очень удобно. Я это отметила, это отмечаю не только я, что, в принципе, Франция не про то, чтобы выйти красиво куда-то. Это скорее выйти... Это так. Но если вы любите летние платья, то здесь, в Монпелье, как раз то самое место, где можно гулять в летних платьях. Да, постоянно. Например, часто очень. Вчера я сортировала вещи, которые нужно отдать в секонд-хенд на переработку, потому что я уезжаю из города. Я достала из шкафа джинсы, штаны, джинсы, плотная джинсовая ткань, посмотрела на них и поняла, что, в принципе, за год они мне ни разу не пригодились. Я подумала, это мои единственные джинсы, я думаю, надо их отдать, потому что я явно ими не пользуюсь, и вот весь год напролет я хожу в платьях. Зимой на платье я накидываю шубу и продолжаю ходить с голыми ногами. Просто платье уже подлиннее. Я поняла, почему теперь Кэрри по Нью-Йорку ходила в шубе, в платьях и в туфлях на каблуках. Вот. Ты тоже обратила на это внимание, да, что это именно тот климат, в котором так можно делать. Особенно если ты идешь из своей квартиры в центре до ресторана, 15 минут, когда 10 градусов, совсем не холодно пройтись с голыми ножками в длинном платье, сверху накинутой шубкой. Так что прекрасный стиль вообще-то. Да. Не на что пожаловаться. Немножко все-таки не хватало возможности выйти, возможности покрасоваться, возможности показать себя, одеть что-то красивое. Очень, все достаточно, мне показалось, утилитарным, быть простым. Я, в принципе, за то, чтобы быть простой, но мне нравится красиво одеться.
Я думаю, что ты правильно подметила, что Монпелье это город не обязательно про выход в свет, потому что это город очень демократичный. Здесь долгое время уже социалистическое правительство, мэрия социалистическая, но этим мне он, в общем, тоже нравится, потому что это город открытый, это город, который принимает разницу людей в доходе, в благосостоянии, Не обращать внимания на статус. разницу в сексуальной ориентации, разница в одежде. То есть вот мне такое нравится. Моя любимая площадь называется Place de la Canurgue. И здесь очень зелено. Да. Здесь прекрасный розарий. Кстати, я так переживала, когда несколько лет назад решили реконструировать как-то эту площадь, и все эти розы были выдернуты. Я думаю, неужели еще они вырастут когда-нибудь? В результате все прекрасно выросло, все-таки в этом тоже юг, что все хорошо растет, все опять зелено, цветет. Они просто по-другому красиво оформили эту площадь. И реконструировали здесь этот отель партикюлье, так называемый частный дом состоятельных владельцев. С 17 века он существует. Называется отель Ришер де Бельваль. Он назван в честь ботаника, основателя старейшего ботанического сада Франции, который находится чуть пониже в Монпелье. И мне нравится также эта площадь, потому что здесь такая вот романтическая скульптура с единорогами. Кстати, да, это единорог. Да, но забавно, что студенты, мы говорили, что в Монпелье много студентов, вешают время от времени бутылки на этот рог. Мне кажется, вот. Ты рассказывала о книге, да? Да, точно, именно я упоминаю это. Да. И здесь же находится мое любимое кафе. В романе оно предстает как кафе «Этюд». Как и музыкальный этюд, и кафе, где студенты занимаются своими студиями. И в то же время здесь самая разная публика, такая богемная. И много пенсионеров, как тоже везде в Монпелье, на самом деле много тоже пожилых людей, у которых много времени, и которые могут себе позволить досуг и сидеть в кафе, и обсуждать газеты, обсуждать мировые новости. Я когда к Оле захожу в это кафе, во-первых, Олю все знают. И если я сижу, жду ее одна, ко мне постоянно приходит официант Пабло и спрашивает: вы ждете Ольгу? Я говорю: да, я жду именно Ольгу, потому что все знают, что ты ходишь, работаешь в этом кафе. Это мне нравится в небольших городах про преемственность, то, что тебя уже узнают, то, что люди знают, кто ты, с тобой здороваются, подают возможность сразу хороший кофе, и постоянно сидят много возрастных мужчин с газетами, играют в шахматы, играют в нарды. Это тоже про юг, про расслабленность и про возможность быть в моменте. Да, это точно. Слушай, ну здесь очень мило. Мне очень нравится, что здесь написано «не нырять». Да, действительно. Это для тех самых студентов, которые очень наверняка, да. От них можно всего ожидать. Да. А слушай, а купаются, да, в фонтанах? Принято во Франции купаться? Ну, в такую жару, мне кажется, еще и не в фонтан залезешь. Да? Потому что, когда бывает плюс 40, хочется освежиться. Да. Это очень романтичная площадь. Очень романтичная. Слушай, ну я не замечала раньше этого. Двух единорогов и каких-то амурчиков, которые на них сидят, оседлали единорогов. Очень эмоциональная такая, монумент очень эмоциональный. Да, правда. Ага. Да, извини, я тебя перебила, ты рассказывала про церковь. Да, так вот открывается вид на наш кафедральный собор, собор Святого Петра. И так мило, еще... что ты говоришь «наш». Мне да. так нравится, что для тебя это уже мой город. Это действительно так. Я как-то сроднилась с Монпелье, я считаю его практически родным городом. И тем более, что, как я говорила, он где-то вот напоминает мне по размеру и по освещенности солнцем мой родной город. Хотя я считаю, что Монпелье красивее.
Чем не в Улан-Удэ? обиду будет сказано родному городу, да. Да. А, Ой, как же здесь в- красиво. Да, в ясные дни, сейчас вот немножко пасмурно, но обычно мы Слава еще богу. можем видеть местную гору Пик Мгм. Санлу. Это гора, имеющая характерный Развернись ко мне, силуэт, чтобы... да, ага. да, где еще и растет виноград. Мгм. Вот. А слушай, тоже Местная- много виноградников. Я знаю, мы Да. туда ездили с подружкой хайкинг. Мы ходили в Да, горы, да. и там нам заодно предложили выпить вина, потому что я видела сверху горы много виноградников, и туда местные кафешки Да, подвозят вино. действительно. Ты, кстати, извини, я помню просто, что это очень забавно. Найти редко где такое встретишь, кроме как в Франции, когда ты вся такая на хайкинге, шла 4 часа, успешно поднялась, спустилась, и просто прошел спортивный день, ты спускаешься вниз, чтобы, знаете, водицы обычно нужно выпить, да, когда ты была целый день на спорте, и ты спускаешься к подножию обратно этой горы, заходишь в ближайшее кафе, и это просто винный магазин, Да, который ближе всего действительно. к подъему на эту гору, и тебе говорят, ты что, вина? Это очень по-французски. Очень по-французски. Ты думаешь, в принципе, день был спортивный, он был такой про поход. И единственное кафе, вообще чуть ли не единственное в этом городе, это винный магазин. Говорят, закуски, сыры вот местные и местное вино. Пожалуйста, Да, присаживайтесь. да, и Выбирайте, действительно. там погреб такой. И французы часто говорят: у меня жажда, я хочу пить, давайте пропустим по стаканчику. Да-да-да, Имея в вина. виду вино, конечно же, да. Да. И надо сказать, что вино этого региона в последние несколько лет как-то растет и занимает хорошее место на рынке французского вина. Да? Хотя, может быть, Вино с Лангедока, да? да, уже китайцы интересуются тоже местным вином, хотя обычно они все-таки больше покупают Бордо, Да. По традиционно, классике, да. но все-таки вот да, сейчас вино региона, оно приобретает большую популярность, и действительно начинается производство биологических вин, то есть вин без пестицидов, Да, да. то есть Много тут выращенных, таких да, таверн вижу. да, Мгм. сортов винограда, выращенных без использования пестицидов Мгм. и каких-то изменений химических, биологических. Вот. Мгм. Площадь, которая находится рядом с собором Святого Петра, фигурирует в моем романе тоже. Вот продолжение того отрывка, который я уже читала. Мгм. К полудню она забрела на маленькую площадь, покрытую булыжником. Посреди нее высился несоразмерно большой средневековый собор. Было в его внешнем облике что-то гротескное и одновременно загадочное, фантасмагоричное, будто он принадлежал не католической церкви, а некому тайному обществу. Элина присмотрелась и решила, что такой вид собору придают две колонны по обе стороны высоченного каменного шатра свода, приклеившегося к основному зданию. Слишком мощные, толстые, с конусовидными верхушками, да еще и каменными шариками, венчающими каждый конус. Но тебе нравится архитектура города? Тебе нравится то, что у города такая определенная архитектурная застройка, которая характеризуется скорее средневековой архитектурой? То есть это 19 век, верно? Нет, это гораздо раньше, это 17-й. Вот именно на этой площади здание 17 века. И как раз то, что лежит в пределах бывших стен города, старинных стен, которые окружали старинный город, построено больше в 16-17 веках. Вот эта вот часть города, окруженная старинными стенами, называется экюсум, потому что внешне она напоминает герб, эмблему. Вот. И вот эту часть города я очень люблю. А здания 19 века как раз за ее пределами находятся. И их не так много, как в Париже, этих зданий. Но они есть, да, тоже. В общем-то, вот этот средневековый центр города, где мы сейчас находимся, он очень компактный, маленький. Да. И он пешеходный. Говорят, что это В этом, самая кстати, большая плюс, зона да. пешеходная в Европе. Правда? Да. Средневековый город да, Монпелье. Да. И это отлично, потому что я люблю ходить пешком, люблю Да, я гулять. тоже. И здесь очень приятно тем, кто любит ходить пешком. Слушай, приятно, соглашусь, выйти с утра, тем более я живу в самом центре, выйти с утра в кофейню, потом пройтись по маленьким этажным магазинчикам, отдельно зайти за багетом, отдельно зайти за 2 ломтиками лосося на рынок к продавцу, который тебя знает, потом заглянуть за песто именно в итальянский магазинчик.
в принципе, ну, это, в принципе, и про культуру французской жизни, но в Монпелье это как будто такая приятная квинтэссенция, что здесь действительно за каждым отдельным продуктом можно заходить в свой отдельный маленький магазинчик. Они все сгруппированы возле рынка. Слушай, я даже в какой-то момент в Монпелье себя почувствовала, страшно сказать, домохозяйкой. Потому что я выходила с утра, шла на рынок покупать себе завтрак. И я действительно заходила в каждый отдельный магазинчик за каждым продуктом. И на рынке меня уже знали продавцы. Все по очереди со мной здоровались. И в какой-то момент, когда я поняла, что у меня каждодневная рутина похода по магазинам, знакомства с поставщиками, общения, тут перекус, тут чашечка кофе, тут первый круассан, тут мне именно 3 креветки, пожалуйста, я хочу 3. Я сегодня делаю пасту карбонару. Нет, не 3 креветки, ладно, 4-ю в подарок, спасибо. А потом обязательно за сыром фромажери, который рекомендовал бойфренд. Потому что, когда я приехала в Монпелье, меня сразу же первым делом провели по всем местам, где нужно закупаться едой. Меня познакомили с семейным производителем сыра. Сказали, что мы ходим к месье Гастону. Вот, пожалуйста, в эту лавку. А мясо мы покупаем здесь. То есть мой бойфренд, он родился в Париже, но он, как многие французы, учился в Монпелье. Поэтому он тоже воспринимает Монпелье как родной город. И вот эти эмоции про свои места, про своих мастеров, про своих поставщиков. Это та часть жизни, которую, в принципе, мне приятно было замечать первый год жизни во Франции. Я сначала думала, что это какая-то отсылка к... Как называется самый известный этот автор? К Питеру Мейлу. Я сначала думала, что Питер Мейл, когда писал свои небезызвестные книги про Прованс, про жизнь в Провансе, я думала, что он немножко преувеличивает. Я думала, тем более времена прошли, потому что, ну, все-таки он писал 1990-е годы, то есть, в принципе, 30 лет назад. Я думала, что вот эта slow life, она уже немного ушла из Франции, и мне было приятно увидеть, что она не ушла, что, в принципе, ну, так почти и есть, что действительно люди ходят в маленькие магазинчики к мелким поставщикам и до сих пор, правда, стараются не ездить в супермаркеты. Ну, конечно, мы говорим про людей, у которых есть деньги, есть возможности, но вот это то, что я отметила для себя, именно живя в центре города. Да, и в то же время это выбор не только про деньги и возможности, а вот, например, у нас нет машины, и мы предпочитаем как раз ходить в такие магазинчики. Да. То есть деньги, которые бы мы тратили на уход за машиной, на техническое обслуживание, на бензин и так далее, мы тратим на то, что на слегка более повышенные цены в таких вот маленьких магазинчиках, в отличие от больших супермаркетов. Тем более это настолько приятнее, даже по эмоциональному ощущению, провести утро в маленьких магазинчиках, общаясь с людьми, с продавцами, обсуждая отдельный вид пасты, который ты будешь выбирать, и выбирая себе сыр на следующие 2 дня, насколько это приятнее с учетом того, что у вас возникает личное общение, тем более в эмиграции мне было важно пообщаться хоть с кем-то в те дни, когда я только сижу дома и работаю из дома. Социализация, по крайней мере, в ресторанах и в кафе мне, между прочим, очень помогала. Это точно, мне тоже, особенно когда я гуляла с младенцами, у меня тут родилось 2 детей в Монпелье, и когда ты хочешь выйти из дома с ребенком, очень приятно жить в центре, потому что ты выходишь, и действительно каждая собака тебя знает, узнает. Конечно, это такое выражение, чтобы сказать, что действительно быстро находишь общий язык, контакт с владельцами магазинчиков, с официантами кафе, в которых ты бываешь, просто с прохожими. И это здорово, когда они начинают тебя узнавать и здороваться. «Vous déjeunez ici, мадам?» Элину отвлек от созерцания бодрый деловитый мужской голос, обращенный к ней. «Обедаю ли я здесь? Где это здесь?» – спросила себя Элина. И, обернувшись, увидела кафе с вывеской «Мелоди». С его террасы можно было продолжить разглядывание необычного сооружения собора Святого Петра. Элина присела за столик. Хозяин кафе, который и позвал ее отобедать, принес дымящийся таджин из кусочков курицы с овощами и поведал свою историю. «Смотрите, я марокканец, эмигрант, а открыл ресторан в самом сердце города, напротив кафедрального собора. Люди считают, что мне просто повезло. Видимо, у меня так и написано на лбу «J'ai de la chance». Они не задумываются над тем, что вся эта удача сделана вот этими вот руками. «А почему ваш ресторан называется «Мелодия»?» – спросила Элина. «О,
«О, в молодости я играл на разных инструментах и вообще люблю музыку», ответил хозяин и удалился внутрь кафе. Через несколько секунд оттуда полились восточные мелодии, перемежающиеся с хорошим джазом. «Надо же, какой контактный город!» – подумала Элина. Нигде до этого с ней так не заговаривали владельцы кафе, не выкладывали так горячо и сразу историю своей жизни. Мелодии этого города, его вибрации, его ритмы были явно созвучны Элине. Столько эмоций и столько переживаний, именно личных, да, связаны с этой книгой? Да, действительно, не скрою, что, конечно, есть автобиографические элементы в этом повествовании. И, как мы уже обсуждали, вот эта контактность города, она пришлась мне по душе. Ну, конечно, про контактность, тем более вот мы начали говорить про то, как важно, особенно в первые годы, в первые минуты, гуляя с детьми, иметь возможность с кем-то пообщаться, переброситься словами, зайти в магазинчик, где тебя знают. Ну, в принципе, даже все книги про урбанистики именно про это говорят, о прелести жизни в небольшом городе, когда у тебя есть комьюнити, когда ты с людьми созвучен и когда ты не одинок, когда тебе есть кому обратиться за пределами даже той же семьи и друзей. Да, действительно, это особенно важно для иммигрантов, которые уезжают из своего родного места, своего города и хотят найти какое-то общение, иначе, конечно же, им одиноко. Слушай, ну очень красивое здание, мне за это и нравится эта площадь. То, что, с одной стороны, она зеленая, потому что, в принципе, это один из недостатков Монпелье. Мне, например, кажется, что так как город средневековый, на меня, например, эта атмосфера угнетает. Я не большой фанат узких улочек, мне в них тяжело дышать. Я родилась в Минске, где широкие проспекты, где много места, много солнца, и вот мне, например, тяжеловато здесь. И второй минус Монпелье, города, именно центральной части города, про которую мы говорили, про застройку 17-18 века, это отсутствие зелени. То есть это одна из немногих площадей, которая зеленая, и поэтому, например, я тоже люблю сюда ходить. Мне не хватает зелени в городе. Да, действительно, эта часть города, как принято выражаться по-французски, минеральная. То есть она сделана в основном из камня, из местного камня. И с одной стороны, это хорошо в жару, то есть можно прятаться в маленьких кафешках, на маленьких улочках, потому что много тени. Вот. С другой стороны, в ту же жару хочется больше зелени. Но есть рядом прекрасный ботанический сад, про который мы уже упоминали. Действительно, как-то, когда живешь здесь так долго, почему-то редко туда заходишь, а он того стоит. Там такие тенистые, прекрасные аллеи, там интересные экзотические растения, там конечно, есть пруд, да, ботанические сады. Ну, да, просто, тебе нормально в городе? Ты привыкла к тому, что он уже не такой зеленый, в принципе, как Тулуза. Да, действительно, я привыкла, и кроме того, в Монпелье есть зелень, когда посмотришь на карту, много зеленых мест, но они, как правило, частные. Это частные территории либо католических церквей и школ, либо частных садов, но, к счастью, люди приглашают в свои частные сады, и тогда можно насладиться этой зеленью. Ну хорошо, вот это здание. То есть мы собирались идти в этот отель? Да, это здание построено в 17 веке, да. И это частное здание, да. Недавно открылся этот отель после реконструкции многолетней. Так долго реконструировали, потому что это строительство попало на период локдаунов. Но сейчас, наконец-то, оно открылось, и оно превзошло все ожидания, потому что, как мы увидим, интерьер очень красивый. Там использованы и традиционные какие-то античные скульптуры, например, и в то же время работы современных художников и дизайнеров. Да. Мы увидим это. То есть это такой шикарный отель, тут всего 20 комнат, но к тому же находится здесь ассоциация, фонд современного искусства. И, кроме того, я хотела сказать, что раньше здесь была мэрия Монпелье. Это мэрия, в какой-то момент. Но сначала это был все-таки построен как отель партикюлье. Отель партикюлье – это не значит отель. Это означает дом семейства, хорошего семейства, у которого высокое благосостояние. Этот отель сейчас назван в честь человека, которого звали Ришер де Бельваль.
Он основатель ботанического сада Монпелье. Он жил в 16-17 веках. Давай расскажем немножко ребятам, как приходит, в принципе, культура посещения ресторанов во Франции, потому что надо отметить, что, несмотря на большой опыт посещения стран, только во Франции я заметила очень особое отношение к посещению ресторанов и кафе. И некоторых хотелось бы отметить, чтобы, когда вы посещаете Францию, тоже имели это в виду. Например, вещь, на которую я сама обратила внимание в первый раз, когда сюда приехала, это то, что когда ты подходишь к кафе, нужно стоять у входа и ждать, пока тебя заметит метрдотель, или как называется этот человек? Да, действительно так, или просто официант, зависит от уровня ресторана, чаще всего просто официант. Да, и ты не можешь, в принципе, считается неприличным самостоятельно приходить и занимать место, даже если мы говорим о кофейне. В любом случае, как только ты подходишь к какому-то заведению, ты должна стоять у самого входа, официант тебя рано или поздно увидит, желательно не махать ему рукой, никак не контактировать. Действительно, здесь принято быть максимально вежливым. Да. И, конечно же, здороваться, когда входишь в любое место, в магазин или в кафе, или в ресторан. Бонжур – это просто обязательно. Ты не можешь просто занимать место и тут же, или сделать и тут же говорить, что ты хочешь заказать. Да. Да. Мне бойфренд тоже постоянно делал замечания, когда я в первые разы посещала Францию, что я недостаточно часто говорю «здравствуйте» и «спасибо», потому что в той же булочной, когда ты покупаешь багет, мы посчитали, нужно 3 раза говорить. То есть, когда ты заходишь в булочную, нужно говорить «бонжур, мадам», «бонжур, месье», в зависимости от того, кто перед вами, мужчина или женщина, вам обязательно ответит, или с вами сначала поздороваться. Потом ты что-то выбираешь, например, круассан, «je voudrais круассан», «s'il vous plaît». Первый раз ты говоришь «пожалуйста», потом тебе предлагают круассан, ты говоришь «merci», потом тебя спрашивают, будешь ты платить наличными или картой, ты говоришь «карты», ты прикладываешь карту к терминалу, говоришь «merci», тебе подают круассан, и ты 3-й раз говоришь «merci». Если не сказать «спасибо» в какой-то из этих случаев, получается грубовато. И вот мой бойфренд настаивал, чтобы я говорила «merci» именно 3 раза, потому что он говорит, да, иначе это грубо. Меня знают в этих булочных, мне хотелось бы поддерживать свою репутацию в этих булочных и дальше, что я хожу с воспитанной женщиной в эти места. Я, конечно, утрирую, но он действительно делал мне замечания достаточно мягко, но скорее даже, чтобы познакомить меня с культурой, потому что, честно, в других странах не так щепетильно, не так трепетно к этому относятся. Я, естественно, вежливый человек, но все-таки так много общаться и так много общаться с людьми в ресторанах и даже в булочных я не привыкла. Да, это точно. Здесь лучше лишний раз сказать спасибо и пожалуйста, чем промолчать и прослыть таким невежливым и каким-то таким диковатым человеком даже. И еще принято в конце говорить «bonne journée», желать хорошего дня. Я забыла, обязательно. Да. Чтобы показать, что вы не какое-то чмо невежливое, что вы нормальный, приятный человек, вы тут живете, не какой-то глупый турист. И вы вот всю эту процедуру знаете. Мы вообще хотели рассказать про ресторан. Как, в принципе, что можно наблюдать на картах. Хочешь мне рассказать, чтобы тоже рассказать, что вообще можно увидеть на карте обычного ресторана, я имею в виду даже по принципу того, как выстроены и меню, которое вам подастся, и что можно наблюдать. Да. Хотя, правда, вот этот ресторан, он как раз не совсем обычный, он то, что называют ресторан гастрономик, то есть он ресторан высшего уровня. И я не уверена, есть ли у него какие-то звезды, но во всяком случае он уже прослыл как отличный ресторан, достаточно дорогой. Я имею в виду даже вот по категориям, потому что все разбито, потому что ты уже давно живешь, может, и не обращаешь внимания, но я все еще, как почти новенький, еще год назад я обращала на это внимание. Да, действительно, вот первое, тут очень хорошо показано на этом меню, потому что тут 4 колонки, и первая колонка называется «Agrignotté» en version tapas. «Agrignotté» это значит перекус на один и зубок. как-то на зубок, да. Попробовать что-то на зубок, похрустеть чем-то. Вот. А тапас, собственно, здесь ощущается близость наша к Испании. Да. Потому что тапас – это вот такие закуски испанские, собственно говоря.
И тут Вот. будут все закусочки, которые можно заказать на общий стол, именно пошерить. Да, да, и мне это очень нравится, что тапасами можно делиться, а не просто каждый сам по себе. Да. И действительно можно и ограничиться этими тапасами в данном случае. То есть можно В принципе, в Испании, Да, в Италии да. так и делают. Да, Просто, да. ну, здесь это все равно еще прелюдия даже к энтре. Да, это можно рассматривать как прелюдию, а можно и ограничиться в зависимости от вашего чувства голода, как здесь говорят тоже. Да. А потом идут антре, это закуски перед основным блюдом пля принципо. Это уже третья колонка. И заканчивается все сырами и десертами. То есть сыры – это блюдо, которое может войти в ваш живот, в ваш желудок между основным блюдом и десертом. Да. Вот именно в таком порядке. Вот именно за это, мне кажется, люди и любят посещать Францию, потому что здесь настолько сильно развита гастрономическая культура, что она не характерна для большинства других стран. Поэтому мы так подробно на этом останавливаемся. Знаете, я не стала бы рассказывать про кухню, про особенности подачи блюд, например, в Испании или Швеции, потому что более или менее она универсальна во всем мире. И вот, мне кажется, именно во Франции она наиболее интересна и оригинальна. Например, то, что здесь подаются сыры после главного блюда перед десертом. Ну, слушайте, где вы еще такое видели? Да. Я небольшой фанат сыров, и я привыкла есть их с утра, с кофе. И мне точно непривычно есть уже за 1,5 года, что я здесь живу, уже привычно. Но все равно, когда я только приехала, мне было удивительно, что здесь подают сыры после главного блюда. И что многие французы берут сыр вместо десерта. Во Франции большое разнообразие сыров. Это да. И если мы живем здесь достаточно долго, мы должны узнавать, какой сыр, как лучше дегустировать. Например, козий сыр хорошо идет с медом или с вареньем из, как тут говорят, красных фруктов, то есть ягод. Например, смородиновое варенье. Да, что-то такое более кислое. Да, кислое и в то же время сладкое, потому что это разбавляет как бы такую вот мягкость, нейтральность козьего сыра. Если он свежий козий сыр, опять же, если он сыр, который долго уже хранился, настаивался, то его, может быть, лучше с медом, например, продегустировать. Да. И вот, ну, в принципе, формуль де канург – это то, что уже, в принципе, можно встретить во многих странах. Формула, где можно взять одно блюдо, можно взять энтре, главное блюдо и десерт. Да. Таким образом, вроде бы как экономится бюджет посетителя, но, опять же, просто чтобы еще раз подчеркнуть, этот ресторан достаточно дорогой. Вообще, да, Монпелье по сравнению с Парижем цены ниже. Вот, это студенческий город, и тут много тоже таких небольших забегаловок, которые готовы обслужить студентов и обслужить людей с более низким бюджетом, тем не менее, предложив им такие свежие, в общем-то, блюда. Ну, капучино все равно 3,5 евро стоит, так же, как в Париже. Мне вот наоборот кажется, что по всей Франции цены примерно одинаковые, вот если честно. Мне кажется, здесь цены ниже только на недвижимость, ну это очевидно, а вот на еду, и не только это Монпелье, Париж. Я приезжаю в небольшую деревню, вот просто деревня in the middle of nowhere, там на свадьбу к другу приехала, вот просто посреди чисто поля деревни, 3 ресторана в деревне, и там те же блюда по 20 евро. Ну вот, мне кажется, что как раз в таких живописных деревушках часто и находятся вот эти рестораны гастрономик. Часто находятся действительно рестораны высокого уровня, где можно попробовать, может быть, блюда, которые называются теми же самыми названиями, но эти блюда, которые сделаны изысканно. Ну, ты имеешь в виду про блюда региона, да? Не обязательно, просто шефы хорошие, известные, которые пробуют новые вещи,
которые экспериментируют с традиционными блюдами, добавляя в них какие-то необычные ингредиенты, например. У них могут быть красивые виды, и в то же время им не приходится настолько дорого платить за аренду. Ну, это да. Вот. Но вот я все-таки говорю про самый обычный ресторан с достаточно средней кухней. Это бистро, скажем так, да? Вот Да, такой бистро. тип ресторана называется бистро. Ну, и поэтому мне кажется, что, если честно, цены как раз-таки именно на еду везде одинаковые. Может быть, в какой-то категории, да, но здесь в Монпелье мы имеем выбор между вот таким вот рестораном, в который ты, Где в может быть, среднем, сходишь, блюдо например, 28 евро, чтобы- это да, дорого. да, Для да. Монпелье это дорого. Например, Для ты можешь Парижа это пойти сюда, дорого. чтобы отметить свой день рождения, и, может быть, это будет подарок от твоего бойфренда. Да. Каждый день ты можешь питаться на каких-то студенческих улицах. Например, одна из моих любимых улиц называется Рue de l'Université. Мгм. Это Университетская старинная улица, улица, да. И там разные ресторанчики, например, есть вьетнамский, а есть ресторан, где только салаты разные. Мгм. Салаты, причем в русском смысле слова. Мгм. Там разные какие-то композиции интересные у этих салатов, не просто зеленые салаты, а Мгм. вот типа нашего, ну, условно говоря, оливье, Мгм. вот, то есть с разными ингредиентами. Вот здесь есть тоже такое, и ты можешь взять это за какую-то фиксированную цену. Ну, обычно главное Разные блюдо салатики плюс антре, попробовать. наверное, Да, 15-18 евро. Но там ты не обязан, кстати, вот в таких ресторанчиках ты не обязан брать полностью антре-пла-десер или что-то такое. Ты можешь взять только, например, фалафель. Ну, да, то есть, да. То есть, в принципе, обычный да. общепит, Или- который, или естественно, вот- более или- бюджетный. Да, но как раз мне кажется, что есть выбор, то есть Мгм. есть рестораны какого-то греческого толка, ливанского, есть китайский там ресторанчик, вьетнамский, и вот есть возможность попробовать там 3 салатика за какую-то фиксированную цену тоже. Отлично. Вот, По так что таким как раз улицам и мы тоже студенческий пройдемся. бюджет, да. Это да. А сейчас пойдем все-таки внутрь, посмотрим, Да, что да. находится в гастрономическом ресторане. Да, и посмотрим, как изменился этот прекрасный дом после реставрации, что там есть красивого. Класс. Пойдем. Вот сразу мы входим в такой туннель, можно сказать, с античными колоннами и в то же время с произведением современного художника на потолке. И на одной из античных колонн гнездится произведение современного японского художника, архитектора. Вот такое вот гнездо из деревянных палочек, реечек. Такие гнезда он построил везде на площади Канурк одно время, и здесь оно осталось, поселилось уже на постоянной основе. Вот здесь 6 евро стоит кофе. Да, и 6 евро, да? Да, так что цены в 2 раза. Вот мы сидим в чайном салоне этого отель Партикюлье, и который сейчас и является отелем. И чайный салон называется «Лилитро». Очень красивое слово по-французски, да, звучит? Литра? «Лилитро». А оказывается, «элитро» это означает «надкрылье». Надкрылья жуков-скоробеев. Из 1000 таких надкрыльев сделали вот это произведение искусства на потолке. И там выложена картинка 2 фениксов и змеи посредине. Феникс – это символ союза, брачного союза, а змея означает тоже, в общем-то, это символ медицины, так как змея, город да, Монпелье. Именно. Тут же медицинский Да, университет, один из совершенно самых старых. верно, да. И самый престижный до сих пор факультет, и медицина Медицинский. по-прежнему хорошо развивается. Медицинский, да? И Нострадамус. Да, Он да. на медицинском учился? Нострадамус был в Монпелье. Не, я знаю, В общем, что тут был Нострадамус. Да. Да, действительно, Нострадамус здесь жил. Мгм. И медицинский факультет был основан еще в средние века, и, собственно, поэтому был основан и ботанический сад. Потому что раньше Для в растений. основном растения служили материалом для лекарств. Мгм. И вот в этом салоне чайном многое проявились эти символы города Монпелье. Мгм. Про змею мы уже сказали. А вот мы сидим на фоне такого удивительного, огромного шкафа во всю стену. Этот шкаф называется «Кабинет де кюриозите».
Такая была традиция в 17 веке коллекционировать разные необычные предметы, разные вещи, старинные книги, словари, медицинские энциклопедии, глобусы, какие-то бутылочки с необычными веществами, эликсирами, какие-то насекомых, коллекция бабочек. Это все входило вот в этот кабинет де кюриозите. Красивые статуэтки также. И сейчас, конечно, поскольку это бар, то тут находятся бутылки с изысканным алкоголем. Я думаю, давай поговорим с тобой про культуру аперо. Да, кстати, да. Культура выпить перед тем, как идти На ужин домой. Домой или в прекрасный ресторан тот же Да. самый, но некоторые могут позволить себе еще и перед этим Да. Ну, выпить и закусить какими-то совершенно маленькими штучками, типа орешки, что еще, что на аперо еще такое? чипсики, орешки, я лично чаще всего вижу оливки. Да, сыр. оливки, местные оливки – это Да. еще отдельная тема, потому Какая-то что нарезка существует шаркутери. несколько сортов оливок. Вот. Мои любимые оливки называются люк. Они такие травяного цвета в виде полумесяца и очень свежего вкуса, не настолько сильно маринованные, а вот свежие оливки люк. Это тоже как не знаю, приход свежего вина, также мы и празднуем появление этих Свежих оливок на рынке. да. На рынке, да. Ты тоже ходишь на рыночек, у тебя к своим Да, личным поставщикам за обязательно, оливками. обязательно, это точно. Как бы ты, если сравнивала французский аперо и итальянский аперо? Потому что, знаешь, например, в Италии принято приходить в барах и брать вот именно для гриньяте на перекус небольшие тапас. В принципе, как и в Испании. Во Франции такой все-таки традиции нет. То есть тут нет культуры именно шерить закуски как и тапас. Ну, здесь вот в данном регионе есть, потому что мы близки к Испании. 3 часа до дальше Барселоны, да. 2 часа до границы с Испанией. Да. Поэтому мы уже обсуждали, что тапасы здесь очень популярны. Вот. Тем более, что, опять же, это студенческий город, и не все могут позволить себе полный комплексный ужин, например, в ресторане. А вот тапасы – это совершенно нормально, здесь очень популярно. И традиция аперо мне тоже очень близка, очень нравится, потому что ты, собственно, можешь провести весь вечер в результате за аперо просто с напитками и с маленькими какими-то закусочками. Не обязательно наедаться. Самое главное – это общение, разговор с друзьями. Да. Все, а у нас только утро, поэтому мы заказали себе лимонад и кофе. Давай допивать наш кофе и бежать на работу, начинать рабочий день. Спасибо тебе за замечательную беседу. Она получилась такой, мне кажется, легкой, весенней, летней. Мы поболтали обо всем, о Франции, о каких-то милых моментах, о моем первом опыте соприкосновения этой страной. Послушали отрывки из твоей книги. Да, я надеюсь, что это видео передаст вот эту атмосферу, легкую, даже несколько праздничную атмосферу этого южного города Монпелье. Супер. За нас. За нас.